Следующий гриб вышивается точно так же, как и предыдущий. Я вышиваю его тамбурным стежком. Сначала контур гриба и двигаюсь к центру. Делаю круги все меньше и меньше. При заполнении тамбуром шляпки гриба нужно стараться, чтобы ряды лежали друг к другу близко, без зазора. И в самом центре я делаю небольшую дорожку из петель. Ножка гриба вышивается короткими и длинными стежками. Для удобства я рекомендую сделать разметку, чтобы все стежки ложились ровно вертикально. Я начинаю снизу и заполняю стежками ножку вверх. Чередую короткие и длинные стежки. Еще немного о глади и заполнении больших участков. Когда вы делаете короткие и длинные стежки, так или иначе они должны находиться в одном диапазоне. Что это значит? Вот на картинке видно, ярко-розовая нить заполняется первый и второй ряд. Дальше стежки не уходят. Они не уходят слишком вверх или слишком вниз, такими острыми углами. Они заполняются примерно одинаково. Точно так же оранжевый дальше. Третий, четвертый ряд. Дальше они никуда не сползают, ни вниз, ни вверх. Таким образом, гладь получается равномерной, даже если вы используете несколько оттенков. При этом переход будет незаметен.
Для этой вышивки я использовала ткань лен, примерно 120 грамм плотностью. Я вышивала в 2 слоя. Готовой работы получилось примерно 28 на 20 сантиметров. На этом все. Приятного творчества и до новых встреч!